Бывало ли у вас такое, что сайт вроде официально не заблокирован и вчера летал без всяких VPN, а сегодня не открывается даже с ними? Мессенджер висит, данные не грузятся и совершенно непонятно, это сбой на стороне сервера или ваш провайдер решил немного помочь. Это видео не про обход блокировок, а про цифровой произвол, когда провайдер не пускает вас на сайты, которые официально не запрещены. И про то, как увидеть, что именно блокируется прямо сейчас и каким способом. Большинство людей даже не знают, что это возможно. И чтобы быть на шаг впереди, досмотрите это видео до конца. Если раньше пользователи переживали, что провайдер может увидеть, используют ли они инструменты сетевой гигиены, то теперь пусть провайдер переживает, что его действия станут абсолютно прозрачными для каждого пользователя. Давайте проясним. Ограничения доступа в той или иной форме есть почти везде, и обычно они объяснимы и не имеют дыр в логике, но есть места, где, простите за аллегорию, пытаются запретить кислород просто потому, что его так любят мошенники, или стараются максимально его испортить, нарушая комфорт миллионов людей. И там, где логика заканчивается, начинаются технические трюки. Провайдеры превращаются в фокусников, тут подменили IP, там урезали протокол или просто замедлили трафик через DNS, SNI, DPI и другие механизмы фильтрации, попеременно их меняя, чтобы не вызывать привыкания. И при этом могут утверждать, что проблема не на их стороне. Но пришло время сделать невидимое очевидным. Для этого мы будем использовать полностью легальный инструмент с открытым исходным кодом. Он доступен в App Store и Google Play и имеет версии для ПК. Его данные невозможно игнорировать. На секунду, результаты этих тестов – это официальная доказательная база для ООН и сотен международных экспертов, фиксирующих любые попытки искусственно ограничить доступ к информации. Теперь давайте разбираться, как он работает, и если будет полезно и интересно, поддержите развитие канала своим лайком, подпиской и комментарием. И обязательно поделитесь этим видео. Также вы можете выразить свою поддержку на Patreon и как бонус получить доступ к видео, которых нет здесь. А всем, кто это уже сделал, огромная благодарность. Инструмент, о котором я говорю, называется OONI Pro. Его родословно впечатляет. Проект вышел прямиком из недр легендарного Tor Project. Но если Tor защищает вашу анонимность, то OONI – это ваш персональный рентген для интернет-соединения. Как говорил ранее, его отчеты признает даже ООН. Когда международные организации заявляют об ограничениях, они опираются не на слухи, а на сухие цифры и логи открытой обсерватории. По сути, запуская этот софт, вы используете инструмент цифровой криминалистики мирового уровня. Но хватит теории, давайте заглянем в черный ящик и сперва перейдем на официальный сайт. Я хочу показать, как работает OONI Explorer. Переходим на сайт OONI. Здесь в реальном времени стекаются отчеты от миллионов людей со всего мира. Нажимаем «Исследовать». Попадаем на страницу с детализированным фильтром. Пользоваться очень просто. Сперва выбираем страну, далее период, за который хотим узнать картину, и интересующий сайт, пусть это будет YouTube. Здесь обязательно выбираем домен. И жмем «Показать график». Теперь все данные на виду. Обратите внимание, как просел доступ с 14 января. Также ниже видим цифры, которые не врут. За выбранный промежуток времени из 13 тысяч измерений 10 тысяч столкнулись с аномалиями, то есть искусственными преградами. Вдумайтесь, около 80% попыток подключиться получили по рукам. И ирония в том, что формальной блокировки может и не быть, но OONI не обманешь. Это не медленные серверы и не сбой на стороне Google, это прямой след технического вмешательства. Их еще называют аномалией. О том, как именно выглядят эти следы, мы поговорим чуть позже. А теперь давайте перейдем от мировой статистики к вашему личному тесту. И проще всего начать с мобильного приложения. Я перешел в App Store и скачал OONI. Приложение весит немного и устанавливается за секунды. При первом запуске нас встретит небольшой интерактив. Это не просто формальность. Проект работает на принципах гражданской науки. Поэтому приложение честно предупреждает, ваши тесты могут быть замечены сетью, а результаты станут публичными. Но это можно отключить, позже покажу как. Прохождение квиза – это тот случай, когда приложение уважает вашу осознанность. Далее настройки автоматического тестирования, отчет об ошибках и установки настроек. После загружается главный экран и выглядит максимально дружелюбно, но если мобильная версия это быстрый чек в кармане и возможность проверить мобильного провайдера, то десктопный вариант на Windows или Mac дает больше наглядности. Интерфейс такой же, но анализировать на мониторе гораздо удобнее. Давайте разберем основной функционал, который поможет выявить аномалии. Установка ровно такая же, как и на мобильном. Проходим квиз и попадаем в главное меню. Сразу покажу, как отключить публикацию ваших персональных отчетов, если вы вдруг этого не хотите. Переходим в настройки и убираем галочку в разделе «Приватность». Всего в приложении доступно 6 тестов. Первый – это проверка сайтов, как пакетно, так и выборочно. Дальше тест популярных мессенджеров – это WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и Signal.
Следующая вкладка — это проверка доступности Tor и не только. Здесь вы можете проверить производительность сети. Вкладка Middle Box может быть весьма интересна, так как она показывает наличие в сети промежуточных узлов, тех самых черных коробок. И, наконец, экспериментальная вкладка делает комбинированный тест. Перейдя в настройки, вы можете настроить пакетную проверку сайтов, и здесь их сотни. Также можно выбрать для проверки отдельные категории, которые вас интересуют. Но пакетное тестирование нужно не всегда. Многих интересует всего несколько конкретных ресурсов, которые им действительно важны. И для этого нужно перейти во вкладку «Сайты» и ввести те, которые интересуют. В один тест можно добавить несколько адресов, но я для примера протестирую один. Ввожу целевой сайт и запускаю тест. Для этого понадобится некоторое время, порядка 1 минуты. И как видите, мне пришлось сделать 4 таких теста, чтобы найти что-то с ограниченным доступом. Те, кто смотрит мои видео, понимают, о чем я говорю. В моей сети очень сложно зафиксировать жесткие ограничения, но мне удалось. Итак, если мы перейдем в сам отчет, увидим больше подробностей. Количество переданного трафика, общее время теста и сеть. Но самое интересное впереди. Если мы перейдем к анализу целевого сайта, мы увидим ту самую причину сетевой аномалии, а именно манипулирование трафиком. И здесь нужно немножко задержаться. Как видим, в данном случае аномалия заключается в поддельных DNS. Если ваш отчет показывает проблему только с DNS, вам повезло. Это первый и самый легкий уровень фильтрации. Сеть просто подсовывает некорректный IP-адрес, направляя ваш запрос в тупик. Технически это решается проще всего, так как диагностика сразу подсвечивает подмену адреса. Есть второй уровень ограничений TCP/HTTP сбои и работа систем DPI. Если отчет загорается красным на этапах TCP или HTTP, вы увидите надпись TCP/IP Blocking. Это значит, в дело вступили системы глубокого анализа пакетов. На этом уровне провайдер анализирует структуру трафика в реальном времени и принудительно разрывает соединение, как только понимает, куда направлен запрос. Обычно на этом этапе некоторые VPN еще справляются, так как используют свои пути поиска адресов. И третий уровень – глобальная фильтрация протоколов, или TLS Timeout. Самый сложный сценарий, когда OONI фиксирует тайм-аут даже в TLS-соединениях. Это сигнал о том, что сеть перешла к тотальной проверке всех зашифрованных рукопожатий. Ваши пакеты просто уходят в пустоту. Именно эта аномалия является причиной того, что не работают почти все привычные инструменты приватности. Сеть настолько подозрительна, что пропускает только то, что на 100% выглядит как обычный запрос к поисковику или облаку. При таких аномалиях VPN уже не устоит. Возможно только некоторые продвинутые методы маскировки и имитации трафика, которые прячут ваш канал под стандартный веб-серфинг. А если нажать эту кнопку, появится персональный детализированный отчет. С этим разобрались, давайте перейдем к тесту Tor. Здесь мы видим проверку Psiphon, Tor и RiseUp VPN. Запустим. Psiphon – это инструмент для доступа к информации, который сочетает в себе технологии VPN, SSH и прокси. Его главная фишка – автоматический перебор протоколов. А RiseUp VPN – это классический VPN, но с акцентом на максимальную приватность и защиту от слежки. Эти сервисы используют разные методы маскировки трафика, и если тест отмечен красным, значит фильтрация в вашей сети вышла за рамки простых списков и перешла к анализу поведения пакетов. Это верный признак того, что провайдер использует продвинутый DPI. Переходим к разделу Middle Boxes. Здесь OONI ищет следы присутствия посредников в вашей сети. Промежуточные узлы – это и есть системы анализа трафика, которые в норме должны быть невидимы. Если здесь горит красный свет, значит между вами и интернетом стоит активный цифровой фильтр. И завершим обзор вкладкой экспериментальных тестов. Это полевая лаборатория OONI, где проверяются самые современные технологии. Тест показывает, может ли ваша сеть обнаружить и остановить этот скрытый поток. Если эти тесты красные, значит ваш провайдер уже внедряет технологии будущего для глубокого контроля трафика. Мы рассмотрели основные функции OONI, и теперь у вас есть не домыслы и догадки, а точное средство диагностики. И когда вам в очередной раз скажут, проблема не на нашей стороне, вы будете знать, устаревший сервер не может подменять DNS-ответы и разрывать соединение по сигналу DPI. Иногда самое опасное даже не блокировка, а ложь о том, что ее не существует. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. На этом у меня все. Увидимся.